Привет, физкультурники! Итак, сегодня мы с вами говорим про нутришн. Помните, несколько видео назад, кто видел, мы разбирали с вами пирамиду кроссфита. Мы тогда обсудили общую эту пирамиду, на что она делится и что в нее входит. Сегодня мы записываем первое видео, и это самый первый пункт этой пирамиды, самый ее базис – это нутришн. То есть сегодня мы с вами будем говорить немного про питание. Сразу хочу сказать, я не диетолог, не профессиональный диетолог, я тренер. И поэтому все, что я здесь говорю, это, в общем, общие советы и мое мнение, как и что нужно делать в питании. Да? Естественно, я еще также использую и то, что я учу в кроссфите, как они учат, как они обучают, я это тоже все, естественно, использую. Вот. Так что это такие общие советы и разговоры про то, как, что, куда, зачем и почему. Если же вы хотите профессиональное мнение или профессиональную постройку программы по питанию, то вам обязательно нужно пойти к диетологу. То есть мы сегодня как советы об этом разговариваем, а не как какое-то руководство прямо к действию. Да? Диетологи умеют делать нужные проверки, нужные анализы, и на этом всем строить вам нужную программу как положено. Но то, что мы сегодня говорим, это такие общие вещи, на которых, да, можно, опираясь, что-то себе сделать, построить, если у вас нет никаких серьезных отклонений по здоровью. Вот. Так что, друзья, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Как взять и понять, сколько это много есть и сколько это мало? Минимум нужно, то есть питаться нужно, в общем-то, постоянно и нормально, не раз в день. Да? Есть, конечно, люди, которые питаются, там вот эти все периодическое голодание, они там могут и раз в день есть, и за этот раз они съедают по 5000 калорий, да, а потом 24 часа не едят. Есть всякие люди. Но, по большому счету, если мы говорим про простых смертных, как мы, хотя бы 3 раза в день нужно есть. От 3 до 5, скажем так. То есть вы можете есть 3 больших, каких-нибудь еще 2 маленьких перекуса, но, в общем-то, должно быть минимум 3 раза. Завтрак, обед, ужин. Количество еды, которое должно быть у вас. То есть вот как приходит кроссфит, говорит нам то, что я сказал, да? Много белков хороших, полезных, нужное количество жиров полезных, углеводов умеренно, сахар желательно исключить или умеренно, как я говорю, и фрукты, так как это углеводы, тоже умеренно, но фрукты тоже нужны. Итак, как мы понимаем, какое количество нам нужно есть? Мы берем руку. Да, это достаточно известный способ, я тут не открываю никакую Америку через форточку. Мы с помощью нашей руки можем понять, сколько нам нужно есть. Берем тарелку, она у нас круглая. Есть, конечно, и квадратные, но, скажем, круглая. Мы ее должны поделить на 3 части. Половина тарелки всегда уходит на овощи. То есть овощи должны быть вот именно вот половина тарелки. Любых разных овощей надо есть. Цветные. Чем больше цветов, даже тем лучше. Четверть уходит у нас на углеводы, четверть уходит у нас на белки. И совсем чуть-чуть, приблизительно размером где-то вот с большой наш палец, это количество жиров. То есть, если мы сегодня взяли рис как углевод, он должен занимать приблизительно вот как ваш кулак. Это размер, который должен быть риса у вас на тарелке. Если мы берем белки, они должны быть как ваша ладонь. То есть размером приблизительно с вашу ладонь. Это приблизительно вот тот кусок белков, который должен быть у вас на тарелке. Да, ну может быть не ладонь, может быть чуть-чуть побольше, чем ладонь, там скажем, как вся рука, не только вот это с пальцами вместе. Вот это должен быть кусок такой. То есть он должен быть где-то грамм 130-120, вот что-то вроде того получаться. И половина, как я сказал, углеводов. Все, углеводов, извините, и этих овощей. Это из этого состоит ваша тарелка питания. Окей. Теперь понятно, что утром, может быть, мы не будем есть рис, но мы возьмем там, может быть, 1-2 кусочка хлеба там с яйцами, не знаю, каждый как любит. Или там не рис, так овсянку, да, вот люди любят овсянку, можно взять, сварить овсянку. То есть мы, конечно, не возьмем сейчас приблизительно сколько сырая овсянка в наш кулак. Это когда вы сварите, будет очень много, вы просто столько, вам хватит на весь день ее, чтобы есть, да. Но это должно быть что-то логическое, то есть если приблизительно вот количество сваренного риса это ваш ваш кулак, то тоже количество сваренного приблизительно той же овсянки должно быть вот как ваш кулак, да, а не больше. Сваренной, не сырой. Сырой это выйдет слишком много. Вот.
То есть вот таким образом мы с вами делим то количество еды, которое нам нужно в самом начале. Не надо ничего взвешивать, не надо ничего мерить, не надо ничего. Просто приблизительно вот мы делим вот тарелку на 3 части и вот так вот это все укладываем. И, как я сказал, жиров на пальчик. Следующее. То есть мы сказали, мы едим как можно более полезную пищу, цельную пищу. И мы стараемся есть те продукты, которые портятся. Мы на тарелке укладываем это, разделяя, как я сказал, на 3 части. И вот в таких размерах, используя нашу руку, мы выкладываем все на тарелки, чтобы это было не слишком много, то есть чтобы это было вот таким размером, более-менее логическим количеством. Да? И мы питаемся от 3 до 5 раз. То есть, если вы видите, что 3 раза вам недостаточно, и вы все время чувствуете себя голодным, можете, скажем, между завтраком и обедом съесть, скажем, какой-нибудь фрукт еще дополнительно, яблоко, апельсин, что-то, да. Вот. И, ох, как меня эта муха достала. И между обедом и ужином можете съесть еще что-то небольшое, только уже желательно не фрукты. Фрукты, если уже есть, то есть лучше в первой части дня. И можете перекусить что-то легенькое, там какой-нибудь легкий сэндвич, совсем маленький, или, я не знаю, может быть, если вы тренируетесь уже, то может даже какой-нибудь протеиновый батончик, или что-то вот из такого, да, ну что-то легкое, маленькое, не большое, а именно вот как перекус, а не как полноценная еда. Ужин приблизительно такой же, как обед. Единственное, что может быть люди, которым тяжело на ночь есть углеводов, так вы тогда просто убираете углеводы, да, и кладите больше овощей, ешьте просто больше овощей. Это тоже, в общем-то, тот же углевод, просто его там намного меньше, и просто съешьте больше углеводов, и все. Теперь еще одна главная вещь с ужином, это то, что ужин можно вечером кушать. Неважно, когда вы едите, можно кушать. Важно одно, важно есть хотя бы за 2-3 часа до сна. То есть вы можете кушать даже в 10 вечера, если вы хотите, но при этом, если вы в 12 в час ночи ложитесь только спать. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда работает наш желудок и переваривает пищу, он берет очень много энергии. Вы наверняка замечали, что после еды сразу тянет спать. Почему тянет спать? Потому что вот весь организм сейчас идет затрата организма, энергии организма на то, чтобы переваривать еду, естественно, вас клонит в сон. Вот, поэтому эти 2 действия, сон и переваривание, должны совпадать. Потому что когда желудок работает, организм переваривает, он не может ложиться и спать при этом. Он не может отдыхать при этом. Да? То есть он должен сейчас бросить всю энергию свою на работу переваривания пищи, а не на... Меня эта муха достала, ей-богу. А не на сон. Потому что отдых и работа желудка – это совершенно 2 разные вещи. Поэтому старайтесь есть хотя бы за 2-3 часа до сна. Дайте организму переработать пищу, убрать ее куда нужно, а потом идите спокойно спать. И если мы тренируемся, то есть вот мы начали правильно питаться, у нас все хорошо получается, мы видим даже уже какие-то результаты, мы хотим лучшие результаты. Во-первых, запомните, тренировка, она не дает прямо уж такой крутой результат. Тренировка из всего общего процесса вот этого вот, связано с питанием, с тренировками, с похудением, со всеми делами, они занимают там процентов 10-15, не так уж и много. То, что вам нужно сделать в первую очередь вместе с тем, как вы начинаете уже как-то правильно и нормально питаться, это хотя бы начать много двигаться. Старайтесь двигаться больше, старайтесь ходить больше, гулять больше, там, не знаю, выходить на легкие пробежки. Если у вас есть дома лифт, пользоваться не лифтом, а ступеньками, ходить вверх-вниз, да. Если у вас есть магазин где-то рядом, и вы можете до него дойти пешком и донести обратно сумки с ним, то, значит, ходите пешком, а не едьте на машине эти 20 метров. То есть старайтесь больше двигаться. Это вам также еще поможет больше тратить калорий и, естественно, быстрее приводить вас в форму, не тренируясь. Но если вы уже начали тренироваться, друзья, очень хорошо, очень замечательно. Это будет еще дополнительная вещь, которая, во-первых, приведет ваши мышцы в порядок, усилит ваши суставы, ваши связки, ваши мышцы. Вы будете лучше себя чувствовать благодаря тренировкам. И, естественно, благодаря этому вы еще и больше будете сжигать того лишнего, чего не нужно, и в более правильной форме. Что важно заметить здесь, друзья, когда вы тренируетесь, питание во время тренировок должно, в общем-то, оставаться таким же самым. Единственное, что вы должны обращать внимание на вот что. Вы должны стараться кушать, если вы кушаете полноценно, много, как надо, минимум за 2 часа до тренировки. Если же вы не успели за 2 часа, там, не знаю, бывает работа, еще что-то, да, случается,
то что-то маленькое съесть за час, хотя бы за час тренировки, да, там, скажем, какой-нибудь йогурт с большим количеством белка, плюс с ним какой-нибудь банан или яблоко, или еще что-то, вот что-то маленькое, да, чтобы были и углеводы, и белки. Вот, но стараться, конечно, лучше есть за 2 часа, как положено, нормальную еду. И после тренировки где-то тоже в течение 2 часов, приблизительно час после тренировки уже даже спокойно потренировались, приехали домой, собрались, приготовили и тоже сели, поужинали нормальной полноценной едой. Так, чтобы у нас и до тренировки были все нужные элементы, которые нужны для тренировки, чтобы у тела было. И после того, что вы их потратили, вы устали, ваши мышцы убиты, вам нужно восстанавливаться для того, чтобы, так как еда это тоже один из способов восстановления после тренировки, обязательно поесть нормально, для того, чтобы у организма было откуда взять эту энергию, эти микро и макро элементы, для того, чтобы наполнить тело, и чтобы оно лучше восстанавливалось и лучше прогрессировало. Поэтому очень важно до и после тренировки есть как положено и нормально. Вот. Теперь, если мы уже начинаем, скажем, вы уже начали тренироваться, вы уже тренируетесь много, вы тренируетесь хорошо, постоянно, вы хотите с вашим едой сделать что-то более качественно и улучшить еще больше вашу форму, что мы должны для этого сделать?